Приветствую, друзья! Продолжаю разбирать резонансные события в мире. Сегодня расскажу кратко, без воды, о ловушках в переговорах Соединенных Штатов Америки и Украины, какие изменения происходят на политическом ландшафте в Германии и чем обеспокоен глава НАТО Марк Рютте. Начну с новостей в Германии, а именно с партии Союза Сары Вагенкнехт. Перед выборами в Бундестаг Сара Вагенкнехт прямо связала свою политическую судьбу с проходом созданной ею партии Союз Сары Вагенкнехт в парламент. Однако добиться этого ее политическому проекту не удалось, партия совсем немного не дотянула до нужного результата, но, несмотря на это, Вагенкнехт не собирается сдаваться. По ее словам, она пока продолжит возглавлять Союз Сары Вагенкнехт. В интервью журналу «Шпигель» Вагенкнехт подчеркнула, цитата: «Я вложила в этот проект 1,5 года своей жизни. Я не собираюсь просто так наблюдать, как он сейчас разваливается из-за якобы недостающих 9,5 тысяч голосов. Тем не менее, от повседневной организационной работы в партии она хочет отойти. Чистой организацией должны заниматься другие», заявила она. При этом призналась, что недооценила, какой объем усилий требуется, когда создается новая партия с нуля, без структур, без аппарата, без ресурсов. Оглядываясь назад, Вагенкнехт назвала прошедший год адом. По ее словам, все ее существование за это время превратилось в непрерывную стрессовую мясорубку, и на все остальное просто не оставалось ни времени, ни сил. Личная жизнь, отдых, даже элементарное чувство стабильности – все было принесено в жертву в борьбе за политическое признание нового движения. Друзья, я напомню вам, что на выборах, которые состоялись 24 февраля 2025 года, партия Союз Сары Вагенкнехт буквально чуть-чуть не преодолела 5% барьер, получив 4,981% голосов. Вагенкнехт еще до выборов подчеркивала, цитата: «Эти выборы – это и решение о моем политическом будущем», сказала она в начале февраля. «Тот, кто не в Бундестаге, больше не играет никакой значимой роли в немецкой политике. Однако следует сказать, что партия не согласна с официальными итогами голосования. Союз Сары Вагенкнехт раскритиковал тот факт, что для участия в выборах зарегистрировалось около 230 тысяч немецких избирателей, живущих за границей. Однако, по мнению партии, лишь немногие из них смогли действительно проголосовать, так как бюллетени часто приходили слишком поздно. Кроме того, представители партии предположили, что во время подсчета могли быть и нарушения или путаница с другими партиями, что также повлияло на итог. В связи с этим Союз Сары Вагенкнехт подал запрос в Федеральный конституционный суд с требованием провести пересчет голосов по всей стране. Однако суд отклонил как коллективное обращение партии, так и индивидуальные жалобы ее членов. Тем не менее, несмотря на отказ в срочном рассмотрении, партия сохраняет за собой право подать официальную жалобу на результаты выборов, добиваясь тем самым пересмотра итогов. Друзья, а как вы относитесь к политикам, которые не сдаются и продолжают бороться, несмотря на то, что чуть-чуть не хватило голосов до победы, и несмотря на изнурительные 1,5 года подготовки к выборам? Пишите в комментариях. А теперь к следующей важной и тревожной новости, которая уже активно обсуждается на международной арене. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выразил серьезную обеспокоенность в связи с тем, что ситуация в космосе за последнее время стала заметно более напряженной, опасной и непредсказуемой. Цитата: «В последние годы космос становится все более загруженным, более опасным и менее предсказуемым», подчеркнул он, обращая внимание на растущую конкуренцию в этой сфере. Несмотря на то, что, по его словам, возможности Москвы в космосе пока еще не достигли уровня Запада, именно это технологическое отставание может, по мнению Рютте, подтолкнуть Кремль к крайне опасному шагу к выводу в космос самого смертоносного вооружения. Согласно эксклюзивной информации, опубликованной в издании Welt, в НАТО всерьез опасается, что Россия может готовиться к ведению войн в космосе, причем с применением ядерного оружия против спутников. Цитата: «У нас есть сведения, что Россия рассматривает возможность размещения ядерного оружия в космосе», прямо так заявил Марк Рютте в интервью изданию. Это заявление вызвало немалый резонанс. Он также повторил, что и в данный момент российские космические технологии считаются устаревшими, и это
Отставание от Запада может стать мотивацией для Москвы нарушить международные договоренности, стремясь восстановить паритет или даже получить преимущество. Цитата. «Именно поэтому разработка ядерного оружия в космосе – это путь, по которому Россия может попытаться компенсировать свое технологическое отставание». И это крайне тревожный сигнал, отметил он. Более того, такие действия Москвы будут означать прямое нарушение договора о космосе, который был подписан еще в 1967 году, который запрещает размещение ядерного оружия на орбите. На фоне этих угроз союзники НАТО начали активно адаптироваться к новым вызовам, связанным с безопасностью в космосе. Ведется постоянный обмен разведданными, создаются национальные космические командования, а также разрабатываются новые поколения спутников, которые отличаются меньшими размерами, большей маневренностью и лучшей защищенностью. Генсек НАТО Марк Рютте подчеркнул, что космос играет ключевую роль как в системе сдерживания, так и в оборонном альянсе. Рютте также добавил, что соревнование в космосе усиливается и речь идет не только о космической конкуренции, но и о вопросах национальной и коллективной безопасности. Цитата. «Мы понимаем, что соперничество в космосе становится все ожесточеннее, и это уже не только про бизнес или технологии, это затрагивает нашу всю безопасность», заявил он. К словам Рютте присоединился и представитель оборонной политики от партии «Свободно-демократическая партия» Мари-Агнес Штрак-Циммерман. Она возглавляет, я напомню, Комитет по вопросам безопасности и обороны в Европарламенте и поддерживает опасения НАТО. В интервью она сказала, цитата, «Попытка России восстановить Великую Русскую империю и бороться с Западом всеми возможными средствами – это не только жестоко, но и разнообразно по методам. По ее мнению, именно поэтому становится особенно важно, как никогда ранее, внимательно заниматься вопросами, которые связаны с космосом и его безопасностью». Кроме того, Рютте впервые объявила о планах усилить мониторинг Арктики с помощью спутников. Он указал, что Китай и Россия все чаще используют новые морские пути и проводят милитаризацию определенных арктических зон. Цитата. «Спутники могут помочь нам отслеживать перемещения как на суше, так и на море, а также обеспечить наши войска надежной и устойчивой связью, что имеет огромное значение в современных условиях», заявил он. Таким образом, ситуация, разворачивающаяся в космосе, приобретает все больше угрожающий характер не только из-за технологических амбиций и противостояния держав, но и в свете возможного нарушения международных договоров, что может повлечь за собой непредсказуемые последствия для всей мировой безопасности. Следующая новость, друзья. Трамп предлагает украинцам ловушки. Переговоры между украинской стороной и представителями Соединенных Штатов Америки, касающиеся доступа к редкоземельным металлам, продолжаются, но проходят крайне тяжело. Киев все чаще обнаруживает в предложениях Вашингтона скрытые ловушки и потенциально опасные условия. Эти редкие ценные ресурсы, находящиеся на территории Украины, стали предметом стратегического торга между двумя государствами. Соединенные Штаты под руководством Дональда Трампа хотят получить прямую финансовую выгоду от использования украинских месторождений в обмен на неформальные гарантии безопасности для Киева. Логика республиканской администрации проста. Если американцы получат контроль над ключевыми объектами на территории Украины и начнут зарабатывать на этом, Россия якобы не решится атаковать именно эти участки. Однако, друзья, это все пока остается лишь на словах. Официально письменно Вашингтон отказывается закреплять такие гарантии. Именно из-за этой неясности и отсутствия письменных обязательств со стороны Соединенных Штатов Америки переговоры пробуксовывают, и их пятничный раунд вовсе не привел к какому-либо прогрессу. Более того, атмосфера на встрече была описана как откровенно враждебная. Киев прямо не принимал предложенных условий, считая их несправедливыми и односторонними. Перспектива достижения соглашения становится все менее реальной. Ситуация усугубляется еще тем, что, как сообщают источники агентства в Вашингтоне, в прошлом месяце Дональд Трамп значительно ужесточил экономическую составляющую своего предложения, что вызывает раздражение у команды Владимира Зеленского. Несмотря на заявление американской стороны о том, что возникающие разногласия носят чисто технический характер, очевидно, что соглашения пока нет, и обе стороны это понимают. Если бы соглашение все же было достигнуто,
Это могло бы изменить расстановку сил в Европе. Соединенные Штаты Америки получили бы привилегированный доступ к ценным минеральным ресурсам, а обе страны – возможность извлекать прибыль через совместный инвестиционный фонд. Однако тут вновь встает ключевой вопрос – гарантии. И пока Америка не торопится их предоставлять, Киев сохраняет осторожность. Украинцы в предложении Трампа увидели так называемые кукушные яйца, то есть скрытые условия, способные нанести ущерб Украине. Одним из таких требований является передача контроля над газопроводом, соединяющим Россию, Украину и Западную Европу, американской международной корпорацией финансового развития. Это особенно чувствительная тема, и именно поэтому Зеленский на встрече в среду вновь заявил, что любая сделка по минералам должна быть взаимовыгодна и способствовать модернизации Украины. Через 2 недели премьер-министр Украины Денис Шмыгаль вместе с министром финансов Сергеем Марченко отправятся обратно в Вашингтон. Там они проведут переговоры с руководством Международного валютного фонда и Всемирного банка. Однако остается неясным, приведут ли консультации хоть к какому-либо прорыву, как в плане помощи в войне с Россией, так и в отношениях с нынешним американским правительством. Друзья, напишите в комментариях, что вы думаете о политической борьбе Сары Вагенкнехт, угрозах в космосе от России и переговорах Украины и Соединенных Штатов Америки. Делитесь своими мыслями в комментариях. Если вам понравилось видео, не забудьте поставить лайк, подписаться, чтобы не пропустить свежие выпуски. До встречи и хороших вам новостей!